История этой семьи, возможно, не уникальна, но тем не менее интересна. Только представьте, эти люди живут в горах, на границе турецких районов Тунджели и Эрзинджан, на высоте 2500 метров. Вокруг ни души. Альпинисты на высоте 2500 метров нашли семью, которая практически не общается с людьми, плохо знает язык и не слышала о других странах путешествия, горы, находка. Семья, отшельники, пастух, общество, длиннопост. На это семейство в 2018 году наткнулись альпинисты Исмаил Атеш и Хайдар Читенкая. Они были очень удивлены, увидев быт людей и пообщавшись с ними. Вот что альпинистам рассказал глава семейства Хусейн Тишар, которому на тот момент было ровно 80 лет. Оказалось, что Хусейн всю свою жизнь провел в этом доме. И его предки жили на этой горе, поселившись здесь 300 лет назад. Альпинисты на высоте 2500 метров нашли семью, которая практически не общается с людьми, плохо знает язык и не слышала о других странах путешествия, горы, находка. Семья, отшельники, пастух, общество, длиннопост. По словам мужчины, за своей женой ровно 50 лет назад он отправился на Большую Землю, а потом привел сюда. За 50 лет у пары родились 10 детей. 5 из них вот уже более 30 лет живут вдали от семьи. Дети в поисках лучшей жизни разъехались по городам. И все это время вестей от них не было. Со стариками остались 5 детей, самому старшему из них сейчас около 40 лет. Глава семейства пасет скот, у них есть несколько овец и корова, изредка спускается в ближайшую деревню, чтобы добыть муку и самые необходимые в быту вещи. До деревни идти очень далеко. На это уходят сутки. Небольшое поселение, куда спускается Хусейн, тоже расположено в горах. Быт этой немногочисленной деревеньки чем-то напоминает быт семьи Хусейна. Альпинисты на высоте 2500 метров нашли семью, которая практически не общается с людьми, плохо знает язык и не слышала о других странах путешествия, горы, находка. Семья, отшельники, пастух, общество, длиннопост. Оставшиеся с Хусейном дети никогда не общались со своими ровесниками, не ходили в школу, плохо разговаривают на турецком языке, переходя на местный, очень редкий диалект. Они не знают, что в мире есть государства, никогда не держали в руках деньги, не говоря уже о телефонах и других привычных нам вещах. У них вообще не было электричества, нет водопровода и так далее. Сначала они испугались альпинистов, спрятались в доме, но потом поняли, что незнакомцы не причинят им вреда и решились пообщаться. Приехавшие альпинисты не оставили этот вопрос нерешенным. Они обратились к властям с просьбой помочь семье, живущей в ужасающих условиях. Им помогли, восстановили документы, старикам назначили пенсию, некоторым членам семьи пособие по инвалидности. Однако переезжать куда-либо наотрез отказались. Кстати, им также помогли разыскать детей, от которых не было очень давно никаких вестей. Все они неплохо устроились, завели семьи, работают, некоторые получили хорошее образование. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.